Всем привет! Открытие НАСА подтверждает библейский рассказ о распятии Иисуса. Недавние исследования, проведенные НАСА, неожиданно привлекли внимание не только астрономов, но и историков, а также богословов. Ученые из Оксфордского университета считают, что данные, недавно полученные НАСА, могут служить подтверждением событий, описанных в Библии, связанных с временем распятия Иисуса Христа. Согласно Писанию, в момент смерти Иисуса солнце померкло, а луна стала как кровь. Эти метафорические образы нашли свое отражение в деяниях апостолов, где говорится: «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Исследователи полагают, что в этом может идти речь о редком астрономическом явлении – лунном затмении. И вот здесь в игру вступает наука. Модели, разработанные НАСА, позволяют точно отслеживать движение Луны, Солнца и Земли в течение многих тысячелетий. Оказалось, что в пятницу, 3 апреля 33 года нашей эры, произошло лунное затмение. Именно в год, традиционно ассоциируемый со смертью Иисуса. Это совпадение настолько удивительно, что привлекло внимание исследователей. Астрономы Хамфрис и Уоддингтон из Оксфорда тщательно изучили это событие и сопоставили его с текстами Священного Писания. По их мнению, лунная кровь, о которой говорится в Библии, вполне может быть ссылкой на наблюдаемое в ту ночь затмение, когда Луна приобретает характерный красноватый оттенок. Они также обратили внимание на слова апостола Петра, сказанные спустя 50 дней после распятия. Он цитировал пророка Иоиля: «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень». Эта цитата могла быть не просто пророчеством, а напоминанием о событиях, очевидцем которых был Петр. Многие скептики же считают, что Петр говорил о будущем, о втором пришествии Христа, а не о распятии, так как ведь сам отрывок из Иоиля был написан задолго до жизни Иисуса. Тем не менее, Хамфрис и Уоддингтон настаивают, что апостол указывал на исполнение древнего пророчества именно в момент казни Мессии. Они также подчеркивают, что согласно Евангелию от Матфея, во время распятия с полудня до 3 часов дня тьма была по всей земле. Это можно рассматривать как подтверждение той мрачной атмосферы, описанной в пророчествах. Кроме того, исследователи ссылаются на апокрифические тексты. Некоторые небиблейские источники, такие как так называемый «доклад Пилата». В нем утверждается, что при распятии его солнце померкло, появились звезды, а луна была как кровь. Эти слова добавляют еще одно звено в цепочку совпадений, указывающих на лунное затмение. Хотя апокрифы не входят в канон Нового Завета, и они не считаются богодухновенными, но они дают представление о том, как воспринимались события теми, кто жил в то время. Возможно, эти тексты отражают народные поверья или устные предания, передававшиеся в ранней христианской среде. Страстная Пятница, день распятия Иисуса, по-прежнему отмечается христианами по всему миру. Интересно, что дата этого дня определяется не просто календарно, а с учетом астрономии. Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием. Такая система была разработана в раннем христианстве для согласования с иудейской Пасхой, ведь именно к ней приурочена смерть Иисуса, согласно Евангелиям. Таким образом, даже определение даты Пасхи тесно связано с Луной, объектом, сыгравшим важную роль в современных научных подтверждениях древнего текста. Древние римские рукописи как свидетельство распятия. Интересно, что астрономические подтверждения событий библейской истории дополняются и археологическими находками. Речь идет о древнеримских рукописях, содержащих, как считают ученые, первичные свидетельства о жизни и смерти Иисуса Христа, которые были недавно распространены в публичном пространстве. Одним из важнейших источников считается труд римского историка Тацита «Анналы». Тацит, полное имя которого был Публий Корнелий Тацит, жил примерно с 56 по 120 год нашей эры и считается одним из самых выдающихся римских историков. Эта хроника охватывает период от смерти императора Августа до последних лет правления Нерона. В 15 книге
Тацит рассказывает о пожаре в Риме 64 года нашей эры, в котором Нерон обвинил новую религиозную группу – христиан. Вот что он пишет. Христос, от которого произошло это имя, подвергся крайней мере наказания во время правления Тиберия от рук одного из наших прокураторов, Понтия Пилата. Это прямое упоминание исторического Иисуса как реальной личности, приговоренной к казни римским чиновникам. Тацит описывает и последующие преследования христиан. По его словам, их сжигали, распинали, травили собаками, и все это происходило как публичное зрелище в садах Нерона. Он даже уточняет, что сам император присутствовал на этих казнях, наряжаясь в одежду возничего или актера. Хотя аналы были известны давно, только с развитием интернета текст стал массово доступен и вызвал волну интереса среди верующих. Считается, что Тацит, живший с 56 по 120 год нашей эры, основывал свои записи на официальных документах, сенатских отчетах и свидетельствах современников. Поэтому его труды ценятся как важный исторический источник, даже несмотря на известный скептицизм автора к религии. Иосиф Флавий и его взгляд на Иисуса. Другим важным источником, часто цитируемым в научных и богословских кругах, является труд еврейского историка Иосифа Флавия. Его книга «Иудейские древности» содержит фрагмент, известный как «Testimonium Flavianum», где упоминается Иисус. Флавий пишет: «В это время жил Иисус, мудрый человек, если его вообще можно назвать человеком. Он творил чудеса и был учителем тех, кто охотно принимал истину. Пилат приговорил его к распятию. Но те, кто стали его учениками, не оставили его. Они говорили, что он явился им через 3 дня после смерти и был жив». Этот фрагмент часто вызывает споры. Некоторые ученые считают, что он был частично переписан христианскими переписчиками в более поздние времена, чтобы подчеркнуть божественную природу Иисуса. Тем не менее, большинство исследователей сходятся во мнении, что хотя фрагмент мог быть отредактирован, в его основе лежит оригинальный текст Флавия. Сам Иосиф Флавий был евреем, но после Иудейской войны принял римское гражданство и стал придворным историком. Его труды охватывают широкий исторический период, от событий Ветхого Завета до разрушения Второго храма в 70 году нашей эры. Совпадение или подтверждение? Сегодня, спустя почти 2000 лет после распятия Иисуса, вопросы о его жизни, смерти и воскресении остаются не только предметом веры, но и научного интереса. Современные технологии, такие как астрономические симуляции НАСА, неожиданно дают новый взгляд на древние тексты. Сочетание свидетельств из писания исторических хроник и научных моделей создает любопытную картину. Лунное затмение в 33 году, совпадающее с описанием в Библии записи Тацита и Иосифа Флавия, а также устные и письменные традиции, все это как будто указывает на одно: за мифологическими образами Священного Писания стоят реальные события. Конечно, наука не может подтвердить духовную сторону этих событий, божественную природу Иисуса, его воскресение или силу прощения, но она может показать, что то, что казалось аллегорией, вполне могло произойти на самом деле. И в этом, возможно, кроется одна из самых поразительных тайн христианства – пересечение веры и факта, пророчества и истории, небесного и земного. Интересно, а как вы считаете, стоит ли доверять источникам, подтверждающим эти все события? Напишите в комментариях свое мнение и не забудьте поддержать нас и подписаться на канал. Ваше внимание важно для нас. Спасибо и до встречи!